Всем привет! Сегодня будем крепить смеситель для гигиенического душа на инсталляции и выход на лейку. То, что тут немножко такая конструкция должна быть чуть-чуть упругая, то есть допускать шат на 2 мм. Не жесткая должна быть. И сама инсталляция у нас довольно интересная, с задней полкой внутри. Но об этом другое видео. В общем, нам надо по разметке, которую дали сантехники, то есть высота от пола и отступ от стены, выставить смеситель и подачу для душа. Наш способ позволяет не только регулировать глубину, наклон и разворот деталей, но и их подвижность. Подвижным у нас должно быть не все, только подача, потому что на нее накручивается специальная такая квадратная рамка на резьбе. И нельзя, чтобы она не докрутилась бы до конца или не достала бы до плитки. То есть надо на определенный уровень вывести. И чтобы еще играла. А вот эту часть мы можем крепить жестко. Сам смеситель. На инсталляции у нас 2 слоя картона и плитка. И внешняя поверхность плитки должна быть на таком уровне, чтобы рукоятка не упиралась в нее при повороте. Сейчас мы ее найдем и посмотрим, сколько нужно расстояния вот здесь свободного. Ну, обычно плитка заходит на пластик примерно на 1,5 сантиметра. То есть один слой гипсокартона, получается, идет по железу с вырезами. Второй слой уже накрывает его сплошным, и по нему плитка идет. В общем, разобрались пока с нижним креплением. Что делать? У нас есть схема сборки, разметка и детали. По высоте. Центр смесителя у нас должен быть 70 см от пола. Глубина относительно железа инсталляции 1,5 см внутрь. По заднику вот этого смесителя. И вся эта конструкция должна крепиться так, чтобы была возможность двигать ее назад, вперед, и при этом еще поворачивать по вертикали. Для этого мы сделаем полозья. Полозья будут справа, слева, а в них будет вставляться профиль, который можно будет двигать вот в разные стороны. Причем не только вперед-назад и по наклону, но и по развороту. Вот это полозья. Одно будет здесь. Вот так. Второе с другой стороны. Вот здесь. Для этого надо подрезать бортики у профиля. У переднего и заднего. И в них будет вставляться вот такой профиль. CD-шка 0,6. Но мы ее еще усилим. Не знаю, фанерой или тоже металла накрутим сюда. Потом видно будет. В общем, она вот так будет двигаться. Во всех направлениях. Пока прикручиваем короткие CD-шки. Горизонтально. Правая половинка. Левая половинка. Теперь сюда надо вставить платформу, на которой будет крепиться сам смеситель. У нас профиль с фанерой внутри. Вот так вставляется. Одной рукой делать неудобно, поэтому я его вставлю сначала. И посмотрим потом. Платформа на месте, но пока еще не закреплена по торцам. Потому что мы ее еще будем двигать. Но прикрутить смеситель уже можно. По уровню. Итак, полпути пройдено. Мы установили платформу.
закрепили ее на нужной глубине от уровня инсталляции внутрь на 2 самореза, пока только сверху, и прикрутили к этой платформе смеситель по горизонтальному уровню, вот здесь. Снизу мы пока не крепили, потому что будем сейчас выравнивать горизонталь на носике смесителя. То есть вот эту вот. Чтобы ее поставить правильно, нам нужно низ профиля вот здесь двигать внутрь или наружу. Потому что трубки создают такой преднатяг и могут влиять на это. Поэтому сейчас мы по лазеру выставляем вот этот пластик. И фиксируем в таком положении, в правильном, снизу саморезами. Горизонтальность смесителя можно контролировать или по линейке от лазера, или без линейки, просто по лучу, смотря как он исчезает по верхней границе. Вот. То есть должно быть равномерно по всей длине. Исчез. Все. Он появился. Так, с нижним креплением мы закончили. Все держится нормально и ровно. Теперь нужно закрепить подачу для самой стишки. Тут будет немножечко сложнее, потому что надо делать все очень точно. Здесь примерно все то же самое. Даже не примерно, а то же самое по схеме сборки. Только профиля у нас другие. Перегородочные. 75-я УВшка. С небольшим куском фанеры. Именно с небольшим нам надо. В общем, прикручиваем направляйки, вставляем в них вот это дно. Направляйки есть. Ставим планку и прикручиваем к ней выход. Все 3 точки крепления мы прихватили саморезами по дереву. Сверху профиль по углам мы пока не крепим, потому что начинается сейчас очень точная работа. Нужно вот этот край бронзовой втулки вывести на уровень минус 6 мм от плитки внутрь. А плитки пока нет. Для чего это надо? Для того, чтобы одна красивая деталька, вот эта, встала вот сюда. И чтобы при этом соблюдалось сразу 3 условия. Во-первых, она должна уплотниться хорошо по резьбе. Во-вторых, в конце резьбы она должна подойти вплотную к плитке. И в-третьих, она должна занять правильное положение, то есть горизонтальное, вертикальное. По вот этому квадратику. Он несъемный, поэтому тут одновременно надо дотягивать, приближаться и соблюдать уровень. Забыл сказать, почему именно 6 мм. Потому что вот это крепление должно подойти к плитке вот в таком положении. И отсюда, от задней его части до конца вот этого фитинга, ровно 6 мм. А чтобы его по плитке уже дожать, чтобы оно встало ровно, горизонтально и вертикально, то нам и нужна упругость вот этого дна. Чтобы буквально на доли миллиметра донышко могло сыграть вперед. То есть это уже дальше плитки не пойдет,
будет вытаскивать дно. Чуть-чуть. Вот настолько. Это наш шаблон. 2 слоя гипсокартона на инсталляции и еще один слой, как будто бы плитка. По толщине подходит. Теперь выкручиваем заглушку, закручиваем держатель. Сейчас держатель в своем финишном положении. Стоит ровно, но до поверхности условной плитки он не дотягивает, потому что зазор здесь есть. Мы его откручиваем вот так вот. И затягиваем платформу внутрь, пока он не приляжет к гипсокартону. То есть задвигаем ее вот так вот. То есть убрали зазор. И в таком положении крепим саморезами. В общем, закрутили саморезы сверху, снизу. Снизу 25-й вкрутили, потому что они под наклоном не соскакивают. Это просто прихватка, непостоянное крепление. Теперь смотрите фокус. Например, вот эта плитка жесткая. Мы закручиваем держатель. Дошли до плитки. Вот он уже как бы уперся. Теперь, для того, чтобы дотянуть его, надо, чтобы крепление сзади подалось вперед. И так оно и есть. Вот, уперлось. Теперь я могу сзади нажать с небольшим усилием. И появляется зазор. Усилие небольшое, действительно, чтобы не создавать чрезмерного давления на плитку через кронштейн. Вот в таком положении, если бы у нас точно была известна толщина плитки, мы могли бы зафиксировать окончательно эти саморезы. То есть эти оставляем, снизу вкручиваем и все. На этом готово. Но так как толщина плитки у нас неизвестна пока, то мы оставляем в таком положении эту конструкцию. И когда у нас плитка появится, точный ее размер, мы можем скорректировать вот этими саморезами положение пластины. Но пока возвращаем заглушку на место. Хотя зачем нам плитка в видео про крепление смесителя и выхода для гигиенического душа? Конструктивно ведь у нас ничего не изменится. Смеситель останется на месте. Возможно только легкая корректировка положения вот этого выхода относительно толщины плитки. Сейчас у нас расчет на 12 мм плитку. То есть это сантиметр и 2 мм клей. Если плитка будет 8 мм, значит вся эта пластина подвинется внутрь на 2 мм. Если плитка будет толще, чем 12 мм, значит подвинется наружу. Вот и все. А в принципе ничего не изменится. Поэтому наш сюжет заканчивается про крепление смесителя и точную подгонку выхода для гигиенического душа. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!